Всем привет, меня зовут Ася, это мой муж Вова, это наша собака Мики, и мы уже 11 месяцев живем в Сербии. Поэтому у наших друзей и знакомых появились к нам вопросы, на которые мы сегодня ответим. Мой личный топ-5 — это в первую очередь люди. Здесь очень добрые люди, они очень открытые, отзывчивые, всегда готовы тебе помочь. И если ты не знаешь сербский, они стараются тебя понять, услышав какие-то знакомые фразы из русского или заговорят с тобой по-английски, если могут. Второе — это здесь размеренный образ жизни. Это что-то для нас новое, потому что мы жили в Москве, и там бесконечная суета, ты постоянно куда-то опаздываешь. Здесь все наоборот. Здесь очень свободные, легкие люди. Они пьют кофе днем во время вроде бы рабочего времени, общаются с друзьями, и все делают медленно. У них есть специально для этого слово «палака». В переводе на русский это «медленно». Поэтому мы полюбили палака. Третий аспект — это, наверное, то, что здесь очень долгое лето. Мы приехали сюда в октябре, было тепло, в ноябре мы тоже ходили в футболках. Была короткая зима, когда мы видели 3 раза снег, и потом уже в апреле наступила снова весна и лето. Так что это просто потрясающая погода, нам очень это нравится, и мне кажется, это самая главная причина переезда сюда. Четвертое — это вкусные фрукты и овощи. Здесь все выращивается на территории Сербии. Здесь собирают урожай 3 раза в год. Да, наверное, это так звучит. 3 раза собирают урожай, да. И все действительно вкусное. Мы в первый раз попробовали настоящие сладкие апельсины именно здесь. И последний аспект — это язык. Он немного похож на русский, и если постараться, то можно понять, что от тебя хотят, что тебе говорят. И в целом он прикольный, потому что цифры на сербском похожи на русские. Например, 20 по-сербски будет 2,10. И это здорово, потому что тебе не нужно учить все досконально с нуля, ты немного уже понимаешь. Ну, к этим 5 пунктам я, пожалуй, добавлю, что один из поводов переехать в Сербию — это возможность получить сербский паспорт. Сейчас продвигаются программы упрощенного получения гражданства для иностранцев. Конечно, это ориентировано на множество приехавших украинцев, русских и белорусов. Поэтому в перспективе вполне возможно, что в течение 3 лет проживания в Сербии можно будет податься на сербское гражданство. А с сербским паспортом можно уже без визы свободно ездить, по-моему, практически по всем европейским странам. 180 стран. 180 стран, да, и в европейских странах это 3 месяца без визы можно находиться в стране. Так что это классный повод задуматься о переезде в Сербию. Ну и в целом в Сербии невысокая стоимость жилья по сравнению с другой Европой, но о ценах мы чуть дальше вам подробнее расскажем. Еще мне здесь нравится, вот Настя упомянула климат, а я скажу про ландшафт. Мы живем в северной части Сербии, а здесь равнины, но буквально через речку у нас есть гора, гористое такое формирование, называется Фрушка гора. Там природный заповедник, там классно, туда ходят автобусы, и это очень близко. Но если еще проехать часа 3-4 на юг Сербии, то там уже начинаются серьезные горы. Это Динарские горы, это часть Альпийского горного массива. Там уже совершенно фантастические виды, там перепады высот, каньоны, очень красиво. И, конечно, зимой там есть горнолыжка, куда мы обязательно поедем. Так что вот вам причины переехать в Сербию. Конечно, Мики ходит к грумеру, и здесь она это делает каждый месяц. Что с тобой? Успокойся. В Москве мы ходили к грумеру раз в 3 месяца, потому что до нее нужно было ехать 1,5 часа в одну сторону и 1,5 часа в другую сторону. Здесь грумер находится в 5 минутах ходьбы от дома, поэтому здесь мы ее моем каждый месяц. И вот как раз-таки сегодня, через 2 часа, мы пойдем мыться. Беги. Мы решили поехать жить именно в Сербию, потому что здесь уже жили наши друзья. Конечно, можно было остаться в Турции, но
там у нас не было знакомых, а здесь наши друзья уже достаточно долго прожили, они здесь все разведали прекрасный город Нови Сад, который, в отличие от суетливой столицы Белграда, на самом деле островок спокойствия и размеренного ритма жизни. Нам здесь очень нравится. Здесь очень красивый центр, очень много плюсов у города. Почему Сербию выбрали? В том числе еще потому, что здесь было понятно условия нахождения. Как минимум здесь 30 дней нахождения без визы. Дальше используется так называемый виза-ран, когда нужно пересечь границу с соседним государством, например, с Боснией, куда тоже не нужна виза для россиян. Пересекаешь границу, возвращаешься, и твой срок 30-дневный заново начинается. Можно так жить, но лучше, конечно, получить вид на жительство. Поэтому мы получили здесь вид на жительство. Это тоже достаточно нетрудно. Дальше я расскажу, какие бывают способы получения ВНЖ, самые популярные. Поэтому выбрали Сербию. И на данный момент у нас нет планов возвращаться в Россию. Мы хотим в будущем приезжать туда, навещать наших друзей, нашу семью, наших родственников. Но сейчас нет. Наверное, причина в первую очередь из-за того, что у нас нет дешевых билетов. Мы не можем полететь в Россию так свободно. Билет выходит около 100 тысяч рублей прямым рейсом. Но после получения какого-либо шенгена мы сможем приезжать в Россию через, например, Финляндию. И это будет гораздо дешевле. Так что возвращаться нет, потому что мы почувствовали вкус свободы. А приезжать обязательно. Стоимость нашей жизни буду считать в евро, потому что курс рубля постоянно меняется. Сами пересчитаете относительно разных курсов. Сербский динар здесь уже 10 лет как не меняется относительно евро, поэтому здесь в ходу как евро, так и динары. Чтобы было всем удобнее понять, не буду говорить в евро. За аренду квартиры мы платим 350 евро в месяц, и еще около 100 евро выходит коммуналка, тоже каждый месяц. Например, десяток яиц здесь стоит 2 евро. Безлактозное молоко тоже около 2 евро. Еще здесь есть гирос. Это что-то похожее в России, как в России шаурма, но только там еще есть картошечка фри. И что же еще? Пиво? Ага. Да, пиво здесь обычно пьют в баре, в специальных барах, где нет ничего, кроме пива. И кружка разливного 0,5 стоит около 3 евро. Да, и еще у нас вот здесь получается копить, потому что мы не пользуемся никаким общественным транспортом. По городу мы передвигаемся на велосипедах. На машине мы ездим исключительно за город. И поэтому здесь выходит жизнь гораздо дешевле, чем в России, наверное. Может быть, не гораздо, но дешевле. Точно дешевле, чем в Москве. Да. Насчет документов. Во-первых, есть вариант ничего не оформлять, и это самый экономичный, экономный, дешевый вариант. Можно просто ездить на визаран каждый месяц. Один визаран выходит примерно 14 евро, занимает 4 часа. Здесь это организовано. Есть русскоговорящие с машиной. Сел, уехал, пересек границу туда-обратно, вернулся домой и заново пошел отсчет 30-дневного срока. Но, конечно, лучше всего легализоваться по-нормальному, оформить ВНЖ. Благо, что, во-первых, ВНЖ просто дает легальный статус и, конечно, позволяет открыть нормальную банковскую карту, оформить местную сим-карту с договором. Получить страховку медицинскую. И также ты можешь оформлять шенген, потому что если у тебя нету ВНЖ, то ты не имеешь права приходить в другие посольства, чтобы получить шенген. Вот и все. Это очень важно. Еще есть 3 популярных способа, как получить ВНЖ. Первый — это устроиться в сербскую компанию. Второй способ — купить здесь какую-либо недвижимость, но при условии, что ты будешь в ней проживать, конечно. Нельзя купить какой-то сарай в деревне и не жить там, потому что к тебе придет проверяющий, посмотрит, как ты там живешь,
и опросят соседей, видели ли они тебя и знают ли они тебя. Так что это очень опасный способ. И третий, самый популярный, наверное, это открыть компанию или ИП, стать, как называется здесь, притузетником. И Вова как раз один из них, поэтому он расскажет подробнее, как это сделать. Да, это наш способ получить ВНЖ, открыть предузетника, переводится как предпринимателя, ИП. И, соответственно, там есть разные налоговые режимы. Вот один из самых дешевых и доступных – это постоянные ежемесячные платежи налоговые, около 300 евро выходит. К этому относимся как к платежам за ВНЖ. За легальное пребывание здесь. Да. Да. Наша новая ласточка — это Peugeot 308 универсал с панорамной крышей. И мы не собираемся привозить ее в Россию. Да, эту машину мы купили, чтобы ездить здесь. Она дизель на механике. Универсал очень просторный, экономичный, что важно. 3 литра на сотню, ребята, всего лишь на трассе. Это дорогого стоит. Потому что топливо здесь, соответственно, дороже, чем в России. Намного. Да, намного. Примерно в 3 раза дороже. Поэтому Peugeot возит нас здесь. Возможно, будем ездить в ближайшие страны. Как получим Шенген, в европейские страны. В общем, машиной мы довольны и наслаждаемся ей здесь. Ехать на ней в Россию смысла нет. Самый популярный вопрос, который мы слышим на протяжении всего времени нахождения в Сербии, это что же мы будем делать с нашими машинами, потому что в России у нас осталось 4 автомобиля. И Porsche Boxster, моя обожаемая машина, будет продаваться. Наверное, в следующей весной, мы точно не знаем, но мы поняли, что это разумное действие, потому что перегонять машину — это очень сложно, это очень дорого, и она довольно прожорливая, а здесь бензин дорогой, поэтому Porsche Boxster мы продадим. Как бы я его не любила, я мечтала об этой машине, но она подарила мне свои все эмоции, так что пора прощаться. И Chevy Niva у нас еще есть. Мы оставляем ее моему отцу. Он будет на ней ездить на даче. Это будет его подменная машина на какой-то там форс-мажорный случай. Так что Шевик остается пока в семье. А Волги... Да, еще 2 Волги, 21 и Ворчун. Ну, с 21 я решил тоже прощаться, потому что, ну, а что, зачем ее там мариновать? Пусть она приносит удовольствие кому-то еще. Машина технически в отличном состоянии. По кузову, конечно, есть вопросы, так что если у кого есть интерес на мою 21-ю, здесь будет фотография. Обращайтесь, порешаем. А Ворчун останется не только в наших сердцах, но и с нами. Пока он на парковке в Москве, но как только мы обоснуемся на постоянном месте жительства, ну, в идеале и в мечтах это, конечно, дом где-то в Англии с большой гостиной, куда можно закатить машину. И в идеале Ворчун должен стать членом семьи и либо частью интерьера. Он будет стоять в большой гостиной рядом с нами. Мы будем получать удовольствие от его присутствия. У нас в гостиной будет такой кинотеатр в автомобиле. На стене будет идти кино, а мы будем сидеть в машине и смотреть фильм. Отличная идея. Да. И последний вопрос, он был немного неожиданным, но меня спросили про мою мастерскую. На данный момент ее, конечно, у меня больше нет, она осталась на даче. У нас была мастерская, если кто не знает, столярная. Там я делала сервировочные доски, потом научилась вырезать ложки. Один раз я даже сделала маникюрный столик. Это был очень классный опыт, мне очень нравилась моя мастерская. Несмотря на то, что иногда там было холодно и сыро, но мне все равно нравилось. Без творчества я жить не могу, поэтому здесь я замещаю столярную мастерскую гончарным делом. Каждую неделю я занимаюсь гончаркой, делаю кружки, вазы, тарелочки. Тарелочки вообще в последнее время моя любовь, я их всем дарю. Так что у всех у наших друзей уже есть по классной тарелочке. И эти видео на YouTube — это тоже из ряда что-то творческого, поэтому да, мне нравится что-то творить руками, но мастерской больше нет. И это все. Мы ответили на все ваши вопросы.
Для нас это новый формат, так что если вам понравилось, напишите ваше мнение, нам нужна обратная связь. Если будут новые вопросы к нам и к нашей жизни, то, возможно, мы запишем еще одно такое видео в более расширенном формате. Подписывайтесь, ставьте комментарии, пишите. Мы будем рады любой обратной связи. И это все. Пока!